Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео представляю вам модель простого вязаного спицами жилета. Жилет базовый, очень удобный, я его ношу не снимая. Отлично сочетается с водолазкой, с тонким лонгсливом. Ношу его с брюками, с джинсами. Жилет вот такой вот удлиненный, с разрезиками по бокам. Также жилет связан абсолютно без швов. Здесь нет швов ни по боковым сторонам, и нет швов даже по плечам. Буду подробно рассказывать, показывать вам процесс вязания жилета. Я вяжу жилет на 50 размер по своим меркам. Но также, друзья, вы всегда просите меня рассчитать вязание жилета на другие размеры. Для вас я подготовила описание на все размеры с 44 по 56 размер. Вы можете приобрести это описание на платформе Boosty по ссылке под видео за символическую цену. Этот жилет вяжется сверху вниз, без швов. В этом видео вы увидите все моменты вязания этого жилета. Дорогие друзья, желаю вам приятного вязания и легких петелек. Приступаю к работе. Дорогие рукодельницы, вначале расскажу, какую пряжу использую для вязания жилета. Это Alize Superlana Maxi. 25% шерсть, остальное акрил. Моточек 100 грамм, в нем 100 метров. Достаточно толстая ниточка. И для вязания я буду использовать спицы номер 5. Лучше, если будут у вас спицы номер 5 с разной длиной лески. У меня есть вот такие вот спицы с короткой леской для вязания шапок. Они отлично подойдут для вязания коротких деталей и для обвязки пройм и горловины. И есть спицы с длинной леской. Их буду использовать для вязания основной части жилета. Так как жилет мы будем вязать практически без швов, и основную часть тела будем вязать круговыми рядами, то есть по обхвату тела. Поэтому вам потребуются спицы с длиной, длинной леской, с длиной около 60 или 80 сантиметров. Итак, вначале, конечно же, необходимо связать образец, провести ВТО, и после ВТО уже измерять плотность вязания. Моя плотность вязания в ширину составляет 14 петель, в высоту 10 сантиметров в ширину 14 петель и 10 сантиметров в высоту составляет 24 ряда. И вначале я провожу расчет, сколько мне петель необходимо набрать для начала вязания. Показываю начало вязания жилета. Здесь для начала вязания по своей плотности вязания я рассчитала и набрала обычным способом 46 петель. Далее провязала первый ряд по изнанке изнаночными петлями, второй ряд по лицевыми петлями и дальше продолжила вязать лицевую гладь до 26 ряда. То есть здесь идет прямое полотно. И высоту я вот провязала спинку, получается, лицевой гладью 12 сантиметров от наборного края. И теперь буду спинку расширять, формировать проймы и делать прибавки с двух сторон в каждом лицевом ряду. И буду провязывать с прибавками до полной высоты пройм. Буду делать еще, вязать еще 28 рядов и в каждом лицевом ряду делать следующие прибавки. Смотрите, первую петлю мы снимаем кромочную. Сразу после кромочной выполняем прибавку. Прибавка должна идти как влево. Поднимаю вот, под второй петлей, поднимаю петлю, получается на ряд ниже, и эту поднятую петлю провязываю за вторую стеночку, как скрещенную. И следующую петлю провязываю лицевой. Далее все петли вяжу лицевой. И перед последней кромочной буду делать прибавку только с направлением влево. Довязываю лицевой ряд, провязываю вот лицевую и перед кромочной. Здесь поднимаю тоже на ряд ниже петлю и перекрещивая петлю, здесь уже провязываю, смотрите, за первую стеночку, чтобы вот эта поднятая петля была как перекрещенная. Чтобы не было дырочки, провязываю ее лицевой. И последняя кромочная провязываю
изнаночный. Далее поворачиваю вязание на изнанку, изнаночный ряд. Вяжем все петли изнаночные, первую петлю снимаем. И далее все петли изнаночные, здесь мы прибавок не делаем. Здесь в начале ряда я отметила петлю специально, чтобы считать количество прибавок и количество рядов. То есть здесь я провязываю с прибавками 28 рядов, в каждом лицевом ряду делаю прибавку, и получается, что с двух сторон у меня добавится по 14 петель. Дорогие рукодельницы, я провязала спинку. Смотрите, от маркера ряды с прибавлениями я провязала 28 рядов. По 14 петель у меня прибавилось с двух сторон. И теперь смотрите, вот получается высота проймы здесь у меня примерно 24 сантиметра. Ну, учитывайте, что у меня пока еще полотно без ВТО. Я его просто слегка отпарила. И по ширине у меня получается спинка уже примерно 51-52 сантиметра. Получается, что полная ширина полотна у меня будет, то есть по передней стороне тоже будет столько же петель, и будет примерно 52 плюс 52, то есть 104 сантиметра. Смотрите, если вам недостаточно ширина, то вы можете еще провязать несколько рядов с прибавлениями, или затем при переходе к основной части, при вязании круговыми рядами по телу, просто набрать по бокам несколько петель для подрезов. Ну а сейчас я начинаю вязать переднюю часть и буду вывязывать левое и правое плечо. При этом буду набирать петли сразу от наборного ряда, то есть у меня не будет швов по плечам. И сначала буду формировать вырез для горловины по спинке, так как вы видите, здесь прямая сторона. Далее буду вязать прямо плечо, и затем будет вырез горловины для переда. Все сейчас подробно покажу. Итак, дорогие рукодельницы, начинаю вязать перед, и вначале буду вязать левое плечо, затем правое плечо. Здесь я обрезала нить от спинки, наборный вот этот ряд поделила на 3 части. Здесь оставила, посчитала вот 13 петель кромочных наборного ряда от края для левого плеча. И от правого плеча то же самое, 13 петель. Здесь остаются свободными кромочные петли для выреза горловины по спинке. Но вначале мы будем формировать закругление для выреза горловины по спинке. И смотрите, здесь мы набираем петли по лицевой стороне. И вначале необходимо набрать петли и затем первый ряд провязать как лицевой ряд. Поэтому я здесь оставляю вот отрезок нити, буду набирать отрезком нити петли на спицу, и затем передвину круговые спицы к началу вязания и буду от выреза горловины к пройме вязать первый ряд лицевыми. И здесь смотрите, можно взять крючок. Мне кажется, здесь даже удобнее будет набрать петли крючком. И вот за 2 полупетельки кромочные петли, как наборного ряда, ввожу крючок и вытягиваю петлю на крючок. И так в следующую. Здесь обратите внимание, сейчас сделаю фокус. Вот я вытянула первую петлю. Здесь пропускаем петлю, получается, мы между петлями вводим крючок, захватываем вот этот короткий конец и вытягиваем петлю на крючок. Вот получается как закромочную петлю наборного ряда. Далее вновь пропускаем, вот идет петля, между петлями вводим крючок вот за 2 кромочные полупетельки и вытягиваем петлю на крючок. Таким образом мне необходимо вытянуть для левого плеча 13 петель. Все очень быстро. И здесь у нас по плечу не будет шва. Так, здесь я перенабрала петли, так как не рассчитала отрезок нити. И вот набираю 13-ю петельку. Вот она идет кромочная петля.
и сбоку, и сверху, и завожу крючок и вытягиваю. И теперь перекидываю на спицу набранные петли. Начинаю вязать первый ряд, и в первом ряду сразу начинаю формировать вырез для горловины. Но здесь мы формируем в начале вырез горловины для спинки. И первые 2 петли провязываем вместе за вторую стеночку. То есть от горловины мы сделали одну убавку. Далее довязываю петли лицевыми до края проймы. Второй ряд идет изнаночный, и в изнаночном ряду мы все петли провязываем без убавок. Здесь кромочную провяжу изнаночной, поворачиваю вязание наизнанку. Здесь надо будет закрепить конец нити. Первую снимаю и далее петли провязываю. Получается, у нас было 13 петель. И во втором ряду уже 12 петель изнаночных. Довязываем изнаночный ряд. Следующий получается 3-й ряд. Обратите внимание, здесь переход от спинки к переду вот абсолютно незаметен. В 3-м ряду также в лицевом провязываем 2 петли вместе за вторую стеночку, делаем убавку для выреза горловины и провязываем лицевые петли. Далее изнаночный ряд, 4-й, в 5-м ряду точно так же делаю одну убавку, и в 6-м ряду изнаночным провязываю все петли изнаночные. Итак, дорогие друзья, смотрите, как получилось соединение вот спинки, и далее мы начали вязать в другом направлении. А здесь получается по изнанке вот такой вот как шовчик, но по лицевой стороне вообще незаметно переход. Здесь провязала я 6 рядов, 3 убавки. Сформировали вырез горловины по спинке, здесь идет. И теперь на спицах осталось 10 петель. И вяжу 12 рядов просто лицевой гладью. Вот 7-й ряд с лицевой стороны получается. И далее 12 рядов лицевой гладью. Тут кромочную провязываю изнаночной, поворачиваю. Первую кромочную снимаю, чтобы образовался по краю петельный край. И далее все петли изнаночные. Я провязала 12 рядов лицевой гладью. Здесь я ставила маркер, от какого ряда считать, чтобы удобно было. И теперь со следующего, получается, тоже лицевого ряда, который идет от выреза горловины к пройме, мы начинаем уже формировать вырез горловины для переда и будем делать прибавки. И смотрите, первую кромочную снимаем, и здесь делаем прибавку как вправо. И получается, как для вязания спинки, поднимаем петлю и за вторую стеночку провязываем ее лицевой. Далее провязываем лицевые петли. И теперь это первый ряд получается с прибавкой. И буду вязать второй ряд, получается, изнаночный мы провязываем без прибавок, то есть как обычно первую петлю снимаем, и здесь уже плюс 1 петля, все изнаночные. Далее будет 3-й ряд с прибавкой, и всего я буду вязать 10 рядов. В каждом лицевом делаю прибавку, то есть у меня прибавится за 10 рядов 5 петель для выреза горловины. И вот 3-й ряд лицевой вновь делаю прибавку. Вот поднимаю петлю на ряд ниже, провязываю лицевую за вторую стеночку. Далее лицевая и все лицевые. И так вяжу с прибавками
10 рядов всего. Итак, я провязала левое плечо. Видите, вот вырез горловины по спинке. Далее идет прямое полотно на глубину, получается, выреза и спинки, и переда. И далее 5 рядов лицевых с прибавками. И получается у меня на спице 15 петель. Левое плечо. Я уже обрезала нить и пересняла здесь на спицу от спинки. И теперь начинаю вязать правое плечо. Правое плечо вяжется аналогично, но только здесь мы будем с другой стороны, получается, делать прибавки. Здесь также оставляю, допустим, отрезок нити и с помощью крючка здесь начинаю от проймы, буду набирать 13 петель для правого плеча. Здесь сразу смотрите, вот за кромкой вводим крючок, набираем первую петлю и далее вот пропускаем петельку, вводим крючок и набираем вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, 10, 11, 12 и 13 петлю. Перекидываю с крючка петли на спицы и начинаю вязать первый ряд. И первый ряд, видите, у меня длинная нить от клубка. Это у меня короткий обрезок начала вязания. Длинная нить клубка от клубка идет от проймы. Первый ряд будет идти тоже от проймы к вырезу горловины. И здесь в первом ряду нужно будет убавить, провязать вместе 2 последние петли. Когда будете переснимать петли с крючка на спицу, смотрите, чтобы у вас полупетелька первая была впереди лицевой петли. То есть, чтобы петли не перекрещивались. И тогда дальше лицевая гладь будет смотреться ровно, и шов, вот этот переход вообще будет незаметен в рядах лицевой глади. Итак, я пересняла петли, 13 петель, и начинаю вязать. Первая кромочная, я ее снимаю, не провязываю. Далее лицевые петли. И когда останется на спице 2 петли, провязываю их вместе одной лицевой. Провязываю вместе 2 петли. Это первое убавление для выреза горловины по спинке. Следующий изнаночный ряд. Вот первую петлю снимаю, нить впереди здесь, и провязываю изнаночные все петли. Второй ряд, третий ряд, получается, лицевой, вяжу точно так же. В конце делаю убавку, 4-й изнаночный ряд. В 5-м ряду делаю, в лицевом ряду делаю убавку в конце ряда. И в 6-м ряду провязываю все петли изнаночные. Провязав 6 рядов и в 3 рядах, лицевых рядах, сделав 3 убавки по краю горловины, далее вяжем лицевую гладь прямо, без убавок, без прибавок, на высоту 12 рядов, то есть точно так же, как и левая сторона. Итак, здесь правое плечо я провязала 12 рядов прямо, тоже поставила маркер, чтобы удобно было считать ряды. И теперь начинаю формировать вырез горловины по передней стороне. И теперь мы будем делать прибавки у выреза горловины, и получается с левой стороны. И в начале лицевого, то есть в каждом лицевом ряду. Вначале вяжем первый лицевой ряд тут с прибавками, первая кромочная, далее провязываем лицевые до последней петли. И вот провязав перед кромочной
поднимаем лицевую петельку вот предыдущей петли на ряд ниже. И здесь мы ее провязываем за первую стеночку, как перекрещивая. И остается кромочная, которую мы провязываем изнаночной. Итак, я вяжу тоже 10 рядов. В каждом лицевом делаю прибавку со стороны выреза такую. В изнаночном ряду все петли провязываю изнаночными, здесь без прибавок. Первую снимаем и далее все изнаночные. Итого у меня будет 5 прибавок по стороне выреза горловины. Итак, дорогие рукодельницы, я связала правое плечо, провязала еще 10 рядов с прибавками по вырезу горловины. А здесь правое плечо, и получается у меня на спицах образовалось 15 петель. После ряда с прибавками, которые я сделала у выреза горловины, провязала изнаночный ряд до проймы. И здесь уже начала вязать следующий лицевой ряд, и в этом ряду необходимо набрать петли для выреза горловины по передней части по низу. Здесь смотрите, у нас в начале было 46 петель. При наборе здесь вот от этого места мы начали вязать левое и правое плечо. Здесь у нас получается левое плечо 15 петель и правое, то есть всего 30 петель. И 46 минус 30 получается 16 петель мы должны набрать для выреза горловины. И буду набирать петли с помощью спицы. Здесь получается как с левой стороны. Не очень удобная сторона для набора петель, но таким способом можно набирать петли легко и с левой, и с правой стороны. Смотрите, подхватываем последнюю петлю, она вот свободно растягивается за счет того, что у нас она от рабочей нити идет, и перекручиваем ее. Далее правой спицей вводим в эту петлю на левой спице, подхватываем рабочую нить и провязываем лицевую. Вот у нас образовалась вот первая дополнительная, первая набранная петля. И повторяем эти действия. Левой спицей подхватываем последнюю петлю, перекручиваем. Здесь вводим правую спицу в эту петлю перекрученную, захватываем рабочую нить и провязываем как лицевую. Вот 2 петли. И повторяю. Так, 16 петель мне нужно набрать. Вот растягиваю эту петлю, перекручиваю и провязываю. Растягиваю, перекручиваю и провязываю лицевой. Итак, набираю 16 петель. Итак, я набрала 16 петель. Здесь у меня получается 31 петля и еще плюс 15 петель левого плеча. И далее перехожу на вязание вот этих вот оставленных петель. Итак, дорогие рукодельницы, смотрите, от наборного ряда, вот наборный ряд для выреза горловины я считаю как за первый ряд вязание как бы единой деталью передней части. Я провязала здесь всего 22 ряда лицевой гладью. И получается, я сложила вместе перед и спинку, как раз довязала до момента, когда мы по спинке начали делать прибавки. И сейчас буду вязать, как и по спинке, 28 рядов, делая прибавки слева и справа. И пройма у меня будет одной длины и по спинке, и по переду. Итак, делаем прибавки точно так же, как и для спинки. Начинаю вязать первый ряд с прибавками от пройм. В первом ряду, как обычно, кромочную снимаем. Далее предыдущую петлю под лицевой петлей поднимаем и здесь провязываем скрещенной, то есть за вторую стеночку провязываем.
скрещенную, получается, лицевую, далее вторая петля. То есть здесь добавили петлю как с наклоном вправо. Далее провязываю все петли лицевые и перед последней кромочной петлей буду делать вторую прибавку. Провязав ряд лицевых петель, перед кромочной петлей делаем вторую прибавку, которая должна уходить в левую сторону. Поднимаем под предыдущей петлей лицевую на ряд ниже и провязываем ее за первую стеночку, перекрещивая петлю. Далее кромочная, изнаночная, поворачиваю вязание. И второй изнаночный ряд мы провязываем здесь просто все петли изнаночные. Первую снимаем, далее все петли изнаночные. Итого первый и второй ряд повторяем 14 раз всего. И получается у нас прибавится слева и справа по 14 петель. И будет то же самое количество петель, что и на спинке. Итак, дорогие рукодельницы, я довязала перед и спинку до низа пройм. У меня на спицах спинки 74 петли, и здесь на перед тоже составляет 74 петли. Теперь, чтобы перейти на круговое вязание, для вязания тела необходимо посчитать, достаточно ли вам ширина вот переда и спинки. Смотрите, у меня получается 74 плюс 74 равно 148. По моей плотности вязания на 10 сантиметров 14 петель, это примерно выходит там 104 сантиметра в обхвате будет изделие. Но у меня обхват груди где-то 98-100 сантиметров, то есть всего свобода облегания у меня будет 4 сантиметра. Хочу добавить еще больше свободы, чтобы было около 10 сантиметров свободы облегания, то есть чтобы у меня ширина изделия была, то есть обхват жилета вот в груди был 110 сантиметров. Поэтому я добавлю слева и справа еще по 3 петли для подрезов. И далее уже буду вязать. У меня получается 148 плюс 6, это будет 154 петли, полный круговой ряд. И это будет примерно в обхвате 110 сантиметров. Смотрите, здесь вы можете подогнать под свой размер. То есть, если вам ширина нужна больше, вы хотите больше свободы, то набирайте больше петель для подрезов. Как я набираю петли? Здесь уже я перехожу на спицы вот с длинной леской. И можно набирать петли очень простым способом. Итак, набираю петли для подрезов. Здесь, получается, продолжаю вязание по кругу. Вот я провязала лицевой ряд и продолжаю дальше вязать в этом же направлении. Здесь спицей подхватываю последнюю петлю, растягиваю ее, вот так вот перекрещиваю и провязываю ее лицевой. Провязываю и сбрасываю со спицы. Добавленную петлю подхватываю спицей, растягиваю, перекрещиваю и провязываю лицевой. Вот вторая петля добавлена. И третью петлю также растягиваю, перекрещиваю и провязываю лицевой. Вот с одной стороны я добавила 3 петли, и со второй стороны тоже при переходе буду добавлять 3 петли. И дальше продолжаю уже вязать петли спинки, второй подрез, и буду вязать дальше тело жилета до желаемой длины. Но помним, что у нас будет по бокам разрез, и перед будет чуть короче, чем спинка по разрезу. Дорогие рукодельницы, я уже связала жилет на нужную длину до резинки, и сейчас уже провязываю вторую половину резинки с разрезами по бокам. Смотрите, от пройм я провязала прямо лицевой гладью жилет на высоту 30 сантиметров. Смотрите, можете вязать жилет по своему росту на нужную длину и затем уже переходить на вязание резинки. Затем все петли я разделила пополам,
от одной боковой стороны до второй боковой стороны и обвязала одну сторону резинкой, причем я провязывала по лицевой стороне узор скрещенной резинки. И сейчас начну вязать вторую сторону и покажу, как выполняю этот узор. Здесь при переходе к вязанию по второй стороне для вязания резинки, смотрите, здесь я оставила нить от клубка, так как при вязании вот первой половины я присоединяла нить. Здесь я оставила нить, так как у меня клубок заканчивается, и я поэтому сделала, оставила вот этот небольшой отрезок. И теперь при переходе к вязанию второй половины резинки, смотрите, вот здесь первую петлю вот первой половины на ряд ниже я поднимаю. То есть я добавляю петлю добавочную для того, чтобы здесь не было растяжения. Добавив петлю, далее поворачиваю работу и начинаю вязать первый ряд скрещенной резинки, получается, по изнанке. Итак, начинаю вязать узор скрещенной резинки, и первый ряд у меня проходит по изнанке. Первую петлю снимаю, чтобы сформировался по краю петельный край. Далее идет вторая петля, и вторая петля после кромочной, здесь у нас по лицевой, должна быть как изнаночная. Поэтому на изнанке мы провязываем петлю первую резинки как лицевую. Лицевую, как обычную, вяжем за первую стеночку. Но вторая петля должна быть лицевая скрещенная, поэтому мы провязываем вторую петлю изнаночной, но провязываем за вторую стеночку. То есть подхватываем вторую стеночку петли и провязываем изнаночную. То есть перекрещивается петля на лицевой стороне. Далее повторяем обычная изнаночная и лицевая скрещенная за вторую стеночку. Продолжаю. Обычная лицевая и изнаночная скрещенная за вторую стеночку. И так провязываю первый ряд резинки изнаночной. Если вы хотите, чтобы узор скрещенной резинки был одинаков, то есть и на лицевой стороне, и на изнанке, то здесь вяжите тоже лицевые скрещенные, то есть за вторую стеночку перекрещивайте петли. В конце первого ряда резинки здесь последнюю петлю провязываю лицевой, и тут я поднимаю, получается, петлю предыдущего ряда под первой петлей кромочной. Вот она, поднимаю ее и провязываю тоже изнаночной. Поворачиваю вязание и начинаю вязать второй ряд резинки по лицевой стороне. Первую петлю снимаю. Далее все изнаночные вяжу по рисунку изнаночными обычными. Лицевые вяжу лицевые скрещенные за вторую стеночку. То есть перекрещиваю петли. И повторяю. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Изнаночная, обычная, лицевая, скрещенная. И таким образом, повторяю изнаночные лицевые ряды, провязываю планку резинки на нужную высоту. Здесь у меня планочка 10 сантиметров. По переду буду вязать планку на высоту 5-6 сантиметров. Я провязала резинкой планку по передней стороне, и теперь закрываю петли резинки с помощью крючка. Образуется вот такой эластичный ровный край петель. Для того, чтобы закрыть петли крючком, перед закрытием лицевой петли накидываем рабочую нить на крючок на себя. Затем вводим крючок в лицевую, провязываем ее, сбрасываем со спицы и провязанную петлю протягиваем через 2 петли с крючка. Перед изнаночной рабочую нить накидываем от себя. Затем вводим крючок в изнаночную петлю и провязываем как изнаночную. И затем протягиваем провязанную петлю через 2 петли с крючка. Повторяем. Перед лицевой нить на себя.
Провязываем лицевую и протягиваем через 2 петли. Перед изнаночной нить от себя провязываем изнаночную и протягиваем через 2 петли провязанную. И так закрываю все петли. Итак, дорогие друзья, я уже на последнем этапе вязания жилета. Закончив вязать низ, начинаю обвязку пройм и горловины. Ввязываю тоже резиночкой с скрещенными лицевыми петлями. И чтобы набрать петли для обвязки по проймам и по горловине, буду набирать по краю вырезов петли с помощью крючка. И вначале я набираю, точнее провязываю столбики по кромке. Для этого делаю начальную петлю, присоединяю, допустим, внизу, где подрез, нить для набора петель. И теперь провязываю соединительные столбики, то есть здесь из следующей точки, следующей кромки ввожу крючок в следующую кромку и провязываю как соединительный столбик. Здесь получается цепочка петель будет проходить по кромке. И далее из этой цепочки петель буду набирать петли уже на спицу. Но вначале мне необходимо провязать вот такую цепочку петель. И вот так вот я провязываю крючком. Итак, обвязав край проймы, далее начинаю набирать петли и ввожу крючок за 2 полупетельки и вытягиваю петлю на крючок. В следующие 2 полупетельки за следующую ввожу крючок и вытягиваю вторую петлю. Итак, набираю несколько петель на крючок и далее переснимаю их на спицы. Для обвязки пройм беру спицы на номер меньше, это спицы номер 4. И смотрите, когда с крючка переснимаю петли, то я разворачиваю петельки так, чтобы первая стеночка была впереди. И пересняв петли с крючка, далее на крючок набираю следующую партию петель. Итак, набираю петли по кругу и вяжу резинку со скрещенными лицевыми петлями. Буквально 5 рядов резинки провязываю и закрываю петли. Я закончила вязать жилет, обвязала проймы, вырез горловины. Здесь для пройм я выполнила всего 5 рядов резинки со скрещенными лицевыми, закрыла петли обычным способом, край здесь не тянется, и готовый жилет постирала и высушила на плоской поверхности. И теперь жилет готов.